Доберман – порода, известная своими уникальными охранными и сторожевыми качествами. Отличный компаньон, друг и при должном воспитании один из лучших телохранителей. Именно эта порода, благодаря своей грации и узнаваемости, чаще всего мелькает в различных фильмах, рекламах и клипах. Доберманы – это единственные в мире собаки, которые удостоились чести носить имя своего создателя. В период Второй мировой войны доберманы были официальными служебными собаками морской пехоты армии США, и за эту службу они получили звание, которое переводится как «всегда верный». А в книге рекордов Гиннесса в качестве лучшей в мире ищейки записан пес по кличке Зауэр, который мог за 160 километров брать по запаху след. Красота, элегантность, грация, выносливость, мощь, интеллект – универсальные рабочие качества этой породы. Все это сделало добермана настоящим королем служебного собаководства. Но даже не зная этих фактов, пожалуй, каждый ребенок в детстве мечтает о щенке добермана. Чтобы заполучить верного и грозного друга, всем своим видом вызывающего уважение прохожих. Но эта порода непроста, имеет ярко выраженные служебные качества, которые заложены в ней генетически. И точно не подойдет в качестве подарка ребенку на Новый год, который просит у Деда Мороза щенка. Доберман не самый подходящий вариант собаки для ребенка, если взрослые члены семьи не планируют заниматься собакой. Как минимум, собака должна пройти курс начальной дрессуры и правильной социализации в обществе людей. Но обо всем по порядку. Внешний вид добермана производит двоякое впечатление. С одной стороны восхищает силой и грацией, с другой настораживает. Ведь выглядит он внушительно и устрашающе. Представители этой породы – умнейшие животные, наделенные высоким интеллектом и превосходными рабочими качествами. Доберман – одна из немногих пород, время происхождения которой не вызывает споров и сомнений у историков. Кости этих собак точно не находили в пирамидах Египта и Мексики, и про нее точно не найти упоминаний в каких-нибудь древних летописях X века. А все потому, что появилась она в конце XIX века. А своим названием собаки обязаны человеку с одноименной фамилией – Карлу Фридриху Доберману, который мечтал вывести идеальную служебную породу, отличающуюся грозным характером, бесстрашием и выносливостью. Карл Фридрих был страстным любителем животных, и собак обожал всей душой за их преданность. История гласит, что этот человек работал сборщиком налогов, а их, как известно, не любят в народе. Поэтому для работы налоговику явно требовалась собака, охраняющая его от разъяренных должников и уличных воришек. Ведь ему приходилось носить с собой крупные суммы денег и ценные документы. Одним словом, любитель собак, применявший их как помощников по службе, не мог не мечтать о том, чтобы вывести идеальную породу, как нельзя лучше подходящую ему и ему подобным людям, чем доберман и занимался всю свою недолгую жизнь. История породы берет свое начало в 1870 году в городке Апольда, что в Германии. Карл Фридрих приобрел двух щенят породы пинчер. Его выбор пал на этих четвероногих ввиду их отважности и темпераментности. Плодом любви двух этих собак стала черно-рыжая сука по кличке Бисмарк, с которой и начался селекционный эксперимент добермана. В процессе экспериментов Фридриха были использованы бельгийская овчарка, предки ротвейлеров Месгерхунды, штохель-фостер, ныне давно исчезнувшая порода, предки немецкой овчарки под названием тюрингская овчарка и веймарская легавая. Далее его последователями к полученной породе были примешаны манчестерский терьер и грейхаунд. Об участии данных представителей лающего семейства в создании добермана существует документальное подтверждение. Позже, когда порода уже была создана, но еще находилась на этапе становления и улучшения различных качеств, доберманам добавили кровь догов и мастифов. Доберман купировал своим собакам хвосты и уши. Делалось это для того, чтобы собака, выполняющая бойцовские и охранные функции, не подвергалась опасности. Другие собаки не смогли бы схватить ее за эти части тела и долго держать хватку. Изначально порода именовалась как тюрингский пинчер, но после смерти в 1894 году Карла Фридриха Добермана его детища получили его имя – доберман-пинчер. Однако самому заводчику так и не довелось стать свидетелем триумфа созданной им породы. Он умер раньше, чем доберманы получили всеобщее признание и снискали любовь не только в Германии, но и за ее пределами. Первым заводчиком доберман-пинчеров принято считать Отто Геллера. Именно ему принадлежит создание генеалогической книги доберманов. Отто добился в 1897 году, чтобы доберман-пинчеров представили на выставке. И год спустя эти собаки завоевали признание. А в 1899 году, в августе, был основан первый клуб заводчиков этой породы. Если разделить основные рабочие характеристики доберманов на группы качеств, унаследованные от предков, то выглядит это так. Предок гладкошерстного пинчера дал ему свой окрас и длину шерсти.
Предок ротвейлера передал бойцовский характер и стальные мускулы. От овчарок доберман унаследовал пастушьи качества, выносливость и терпеливость, а от охотничьих собак взял чутье и страсть к охоте. В Россию первые доберманы попали в 1902 году. 19 октября 1908 года доберман Пинчер блеснул на первом всероссийском испытании полицейских собак, показав свои блестящие служебные качества. На том памятном мероприятии было 29 собак и 10 из них доберманы. Самыми знаменитыми полицейскими собаками в дореволюционной России были доберманы Треф, Мурзик и Зильда. Особенно отличился Треф. С его участием было раскрыто 1500 преступлений. Во время войны доберманы использовались в военных операциях как собаки-разведчики и собаки-связисты. Они даже участвовали в подрывных работах и помогали саперам. В США за отвагу и необычайные чудеса интеллекта, которые доберманы проявляли на поле боя, их окрестили собаками дьявола. А совсем недавно, в 1994 году, им было разрешено воздавать служебные почести. На кладбище военных собак на острове Гуам был открыт памятник, в котором перечисляются имена 25 доберманов, отдавших свою жизнь при освобождении острова в 1944 году. В 1949 году из названия породы убрали приставку «пинчер», и порода приобрела привычное сегодня название доберман. А в 1960 году под этим названием порода была зарегистрирована в Международной кинологической федерации. Если вы все же решили завести эту породу, к этому стоит подходить обдуманно. Доберман – великолепный компаньон. Он нацелен на тесный контакт в общении с человеком. Ему крайне важно контактировать с хозяином постоянно. Поэтому многие трудности в отношениях между собакой и человеком появляются из-за того, что владелец уделяет собаке мало времени. Такой собаке нужно общение, ласка, дрессировка, а также длительные выгулы на свежем воздухе, в любую погоду и в любое время года. Обязательно частое посещение дрессировочных площадок, особенно в первый год жизни собаки, когда идет активное обучение, воспитание и формирование вашего питомца, который впоследствии отплатит вам за это более сильной привязанностью и легким управлением в дрессировке. Первый год самый сложный и трудоемкий в воспитании добермана, но оно того стоит. Вложив всю душу и все силы в вашего четвероногого друга по максимуму, все остальные годы проживания бок о бок с доберманом вы будете получать удовольствие от общения с умным, интеллектуальным и верным другом, который будет дарить вам свою любовь и преданность. Доберманы любят детей, любят с ними играть, общаться, но не любят фамильярности и грубого обращения с их стороны. Если ребенок слишком агрессивно и шумно играет с ней, хозяину в обязательном порядке необходимо корректировать не только поведение собаки во время игры, но и поведение самого ребенка. Главная черта добермана – это железная логика. Все в его внутреннем мире должно быть разложено по полочкам. Все логично, все объяснимо, команды даются четко и последовательно. Отношения с домочадцами стабильные и ровные. У ребенка же нет никакой логики. И это выражается в резких сменах настроения и поведения. Он смеется и играет, но тут же заревел, уронив какую-то игрушку. Целует собаку, а через секунду уже может шлепнуть или начать ее трепать, просто потому, что ему захочется посмотреть, что же будет дальше. Если у вас есть маленькие дети и вы захотите взять щенка добермана, стоит оценивать свои силы. Конечно же, опытный собаковод может завести добермана и при грудном младенце, но только в том случае, если он уже имел опыт общения и дрессировки со служебными собаками. Ведь он уже знает, какие нагрузки его ждут, и морально к ним подготовлен. Когда человеку говорят, что с данной породой стоит пройти курс дрессировки с опытным инструктором, человек по незнанию думает, что пес начнет привыкать к инструктору и будет в нем видеть хозяина, но это заблуждение. Инструктор-дрессировщик обучает в первую очередь хозяина, а уже хозяин объясняет своей собаке, чего он хочет от нее добиться. Инструктор может лишь показать вам различные элементы дрессировки, обучения и контролировать этот процесс. Все ли идет правильно, есть ли положительная динамика, есть ли контакт между хозяином и собакой, подходит ли данной собаке выбранный метод дрессировки и так далее. В проблемах поведения собаки виноват всегда владелец, только он закладывает в собаку основы воспитания. И именно он ответственен за все, что делает питомец в доме и вне дома. Доберман – это очень наблюдательная и думающая порода. Раз почувствовав какую-нибудь слабинку в вашей позиции, доберман не откажется ею воспользоваться себе в удовольствие, чего бы это ни касалось. Поэтому всегда стоит быть последовательным и настойчивым с этой породой. Доберман хитер, сообразителен и обладает прекрасной памятью. Поэтому, чтобы ваш пес был послушным, вам придется доказать ему, что вы вожак, достойный уважения. И речь не идет о применении физической силы, ни в коем случае.
Доберман должен почувствовать в вас силу, стержень, непререкаемый авторитет. Человеку мягкому, бесхарактерному с доберманом придется нелегко. Доберман – это активная, подвижная, игривая и любознательная собака, поэтому правильный выгул для нее необходим. Прогулки – это не только повод дать собаке облегчиться, но и усвоить новые уроки и повторить старые. Если взять среднюю продолжительность прогулки в 1 час, то 15 минут вам достаточно для дрессировочной части, 5-10 минут для общения с сородичами, а вот остальное время стоит посвятить общению и играм со своей собакой, которая долго и терпеливо ждала и предвкушала вашу совместную прогулку. Доберман входит в 5 лучших пород на роль телохранителя. Собаки этой породы бдительны настолько, что если неправильно воспитать пса, иногда это может доходить и до паранойи. Умный, серьезный, ответственный доберман всегда начеку. Образно говоря, доберман следит за всеми вами, вашими детьми, гостями и даже за политической обстановкой в мире. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Ваша поддержка в виде лайков очень важна для нас, так что самое время нажать эту кнопку. Также пишите в комментариях, какая порода у вас, какие породы нравятся больше всего и о каких породах вы хотите увидеть новые выпуски. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.